когда печь выбирается не только для тепла, а еще и для красоты, для уюта, что нам здесь важно? Нам важно посмотреть, как горит огонь. Ведь огонь — это то, что дарит нам не только тепло утилитарно, но это дарит нам тепло душевное. Нам очень нравится смотреть на огонь, мы расслабляемся от этого. Некоторые печи позволяют поиграться с рисунком горения огня. Все это отвечает за декоративные вспомогательные свойства печи, которыми она может с нами поделиться. Сегодня у нас на тесте печка компании Everest, модель F10. Смотрите, какое большое стекло, современная, аккуратная, симпатичная печка. Она у нас как раз и претендует на печку, которая не только утилитарно теплая, а еще и может поделиться интересными визуалами горения огня. Давайте посмотрим, потестируем. Дверка у нас достаточно большая. Топочная камера относительно большая. Она достаточно широкая, но не очень глубокая. Берем наши классические дрова 35 сантиметров. Как всегда, крупные дрова снизу, помельче пойдут сверху. Коры у нас сегодня много нету, поэтому буду использовать розжиг. Очень крутая штука. Приходите, есть в продаже. Ничего сложного. Тут пропитанные опилки в бумажной обертке. Горит хорошо, температуру дает достаточно высокую, и поэтому дрова разжигаются с ней очень-очень замечательно. Кладем вот так между дровишек и аккуратненько располагаем мелкие дрова. Открываем подачу воздуха для горения. Шибер у нас открыт. Для розжига всегда шибер должен быть открыт. Можно дверь изначально не закрывать. Оставить дополнительный присос воздуха через дверь. Так быстрее разгорится. Плюс, почему поджигаю не классически снизу, а все-таки так, с центра, ближе к верху. Первичный огонек маленький будет пробивать воздушную пробку быстрее. Ну, естественно, дрова разгорятся быстрее и чище. Соответственно, смотрим, как разгорается. Минут через 5 все разгорится, и будем потихонечку подкладывать новые дрова потом. Ну и смотреть, что же нам даст и что может дать эта печка. Первая закладка дров у нас прогорела. Положили вторую. Она уже минут так 15-20 горит. И, соответственно, уже так хорошо в объеме подуменьшилась. Соответственно, настало время померить температуры. Обожаю. Поехали. Начнем с самого горячего места в печи. Это ее крышка. У чугунных печей, еще раз, крышка нагревается очень сильно. На ней можно даже готовить. 300 градусов. Сам по себе патрубок очень горячий, под 400. Ну, прям эпично топим. По дымоходу, вот по дымоходу идет остывание. 250. Ну и дальше, я думаю, там до 200 дойдем. То есть, соответственно, прям у нас так неплохо снижается температура на дымоходе. Соответственно, очень много температуры остается именно в печи. Это как раз-таки вопрос двойного отбойника. Смотрим на дверку печи. 250. Горячая дверка. Самое интересное. Ручка. Горячо. Ручку можно трогать только с помощью перчатки. Задвижки. 50 градусов. Соответственно, задвижечки можно и голыми руками подвигать. Тоже это уже приятно. Ножки печи. 40. И самое интересное с точки зрения пожбезопасности — это пол. Пол под печкой 37 градусов. Соответственно, наша большая воздушная подушка делает свое дело. Безопасный пол. Ну, померим сбоку, что у нас по боковой стенке печи. 190. Печка горячая. Еще раз, да, чугунная, горячая печь. Стены изолируем, точно не забываем про это. Вот. Такие вот у нас температуры. О, кстати, давай еще температуру, знаешь, где померим? За стенкой, на изоляции. Изоляция у нас прогрелась. Каменная плитка еще раз на стене 50 градусов. Ну, в среднем 50. О, кстати, вон там есть место горячее. Где-то было под 80, но 50 в среднем это нормально. Если плиточка тоже будет нагреваться, потом отдавать тепло, что тоже приятно. Но каких-то критичных температур я здесь не вижу. В принципе, хорошо. Все. Температурки померили. Сейчас следующим кадром будем тестировать, смотреть, как горит. Хотя, наверное... прям. Давай сразу смотреть, как горит. Сейчас у нас все задвижечки открыты. Все работает. Убираем, не нужно. Смотрим, как реагируем на первую задвижку. Закрываем полностью.
И вот сейчас более выражен стал именно вторичный дожик. Пламя сейчас потихонечку будет успокаиваться, а вторичный дожик прям шарашит. То есть, да, вот прям в этом горении уже можно что-то для себя найти. Какие-то интересные моменты. Смотрим, что будет, если перекроем вторую. Вот она пошла. Магия спокойного горения. Вот это уже вот сидим на диване, отдыхаем, пьем кофе или не кофе. Там уже на ваше усмотрение. Вот это вот прям хорошо, приятно. Ну-ка, если обратно сделаем вот так. Бах. Вторичный дожик почти не работает. Вот просто костер. Хотим костер, на костер. Хотим магии, на магию. Давай для интереса попробуем шибер закрыть. Сработает вообще что-нибудь, не сработает. Хотя и так уже приток маленький. Но стало еще спокойней, еще медленней. Это уж прям для любителей долго растянуть вечернее времяпрепровождение. Прям классно будет, наверное, когда потемнеет на улице. Вот это будет красиво. Это вот прям будет немного даже, я бы сказал, интимно. Но классно. Опа. Опа. Вторичка. Вот красиво, когда вторичный дожик горит, вот красиво, правда, выглядит. Это вот горение газа, это прям интересно. И динамично. Ну вот, чугунная печь. И реагирует очень даже интересно, прикольно, необычно. Редко какие чугунные печки так вот отзывчивые. Нам можно верить, мы печи тестируем, и далеко не все нам так нравится. Нравится? Интересная печурка. А теперь давайте попробуем сделать еще один вау-эффект. Для этого что нам нужно? Хорошо разогретая печь и новая большая порция дров. Вау-эффект называется, в нашей среде, северное сияние. Это когда дрова, даже хватит, не горят, а горят пиролизные газы, выделяемые дровами. Вот сейчас положили. Сейчас схватится. Давай. Для этого нужно что сделать? Нужно оставить подачу воздуха сверху, а перекрыть низ. Вот. Вдоль стекла поверху можете наблюдать. На задней стенке такие завихрения, немножко агрессивные, но прям фантастически интересные. Это воздух выходит через пиролизное отверстие. И вдоль стекла такое сияние. Это вот концентрирующиеся газы при подаче кислорода поджигаются. И получается вот такая вот интересная картинка. То есть еще раз, эта печь именно про то, что не только утилитарно чугунная печка для отопления, это еще и штучка, которой можно побаловаться, подарить себе интересные визуальные ощущения. Вы знаете, очень приятно топить хорошие печки. Особенно в данном случае, если задуматься о том, что такие моменты с горением огня доступны людям, которые покупают печи в премиальном ценовом сегменте. А эта печка стоит до 100 тысяч рублей. На момент съемки этого видео, у нас 2025 год, февраль месяц, печка стоит всего 83 тысячи. А это прям доступный средний ценовой сегмент. Соответственно, очень большому количеству пользователей, те, кто ищут печи и выберут ее, она подарит не только просто тепло и уют в помещении, она же подарит прям очень интересные ощущения, визуальные ощущения от горения огня.
Если смотреть на вторичный дожик, он немного агрессивно горит, дает какую-то такую прям бодрую картинку. Интересно, можно взбодриться, посмотреть, проснуться. А если притушить печь посильнее, так наоборот, посидеть вечером, расслабиться. И все это одна печь. И все это разные ощущения. Классно. Ну вот прям за эти деньги вообще великолепно. Ладно, соответственно, ссылка на печку в описании под этим роликом. С вами был Вячеслав, магазин «Народный камин». До новых встреч. Мы продолжаем топить печи, снимать обзоры. Подписывайтесь, будем рады. Пока.